Дэниел Томпсон был человеком, который лучше всех на свете знал каждую трещинку в полузаброшенного охотничьего домика Мара Ридж Лодж. Он провел здесь бесчетные ночи, когда еще работал на съемках, мерил ветер, расставлял приманки, готовил сокрытия для богатых клиентов, которые приезжали полировать свое эго трофеями. Но прежде чем мы начнем, напишите, сколько у вас сейчас времени и откуда вы нас смотрите. Домик стоял в полушаге от склона, где трава переходила в редкий кустарник, а дальше — в неподдерживаемую людьми дикую землю. Когда хозяин ушел 8 лет назад, двери закрылись, и только ветер да грифы помнили коридоры и старые кресла. Но в ту ночь, когда он снова подошел к дому, какой-то тонкий звук пробил его сон и заставил сердце биться быстрее. Ни ветер, ни скрип досок. Это был тихий, почти беззвучный писк, который казался чужим и знакомым одновременно. Он опустился на корточки, прислонился ухом к полу. Звук повторился. Слабое, но настойчивое щенячье тявканье, означающее не так уж и много для человека, но излучавшее отчаяние для того, кто умеет слушать. Дэниел не думал. Он знал это место лучше, чем карту своего собственного тела. В перчатке протянул руку в щель под фундаментом, туда, где дом обрывался и земля поднималась в клубах запаха. Палец наткнулся на несколько шероховатых форм. И тогда в темноте два набора когтей вцепились в перчатку, разрывая кожу. Львы, только что родившиеся, удерживали чью-то руку, не зная, кто это, не прося о помощи. Их крики были не от боли. Они были от страха и злости, от уязвимости, от того, что мир, в который они попали, оказался слишком широк и слишком голоден. Дэниел чувствовал, как по запястью ползет кровь, как перчатка сдается под натиском маленьких лап. Он не отдернул руку. Он лежал с щекой, прижатой к холодному дереву, выдерживая боль, пока детеныши пытались расправиться с новым странным гостем. Опыт научил его, чтобы спасти кого-то, часто нужно оставаться именно там, где больнее всего. Он помнил моменты, когда лучше было уйти, но сделал выбор остаться. Так он и сделал сейчас. Терпел, дышал медленно, говорил тихим голосом, стараясь звучать как мать, которая вернулась. Маленькие тела все еще сжимались в углу щели. Глаза. Два крупных зеркала страха. Дэниел чувствовал, как они принюхиваются к его ладони, к запаху человеческой кожи, к запаху добычи и смерти одновременно. На следующее утро он узнал, что это были дети Зары, львицы, которую когда-то ранил выстрелом. 7 лет назад он стоял на балконе того же домика, готовый выдать богатым охотникам их трофей. Когда выстрел попал в Зару, она упала, посмотрела на него глазами, которые не просили пощады, а просто признавали судьбу. Дэниел приказал: «Не стреляй». Затем подошел, почувствовал запах крови, и Зара, выдав мягкий звук, убежала. После этого он уволился, проигнорировал деньги и репутацию, которые можно было бы получить, если бы промолчал. Он искал ее 7 лет, бродя по отчетам, допросам, слухам и засекретным записям. Он не нашел следов ее самой, но теперь под фундаментом дичали ее дети, отмеченные теми же характерными пятнами у ушей. 2 детеныша, аж маленькая амазонка по имени Амара и неугомонный Таджи, были не старше 8 недель. Они были хищниками в миниатюре, короткие хвосты дрожали, рот был полон острых зубов, а глаза полны того же выражения выживания, которое видел Дэниел в глазах взрослых зверей на заре его карьеры. Он растормошил их страх словами и водой, а затем мясом. Поначалу их реакция была инфантильна: когти, укус, рев. Самка смахнула ему ладонь ногтем, второй вцепился зубами. Но он оставался неподвижным. Медленно, осторожно, как хирург, он протянул еще кусочек мяса. Амара приблизилась, понюхала.
Отступила, затем снова вернулась и стала пить воду, как будто впервые с тех пор, как родилась, она ощутила чутье жизни вместо страха. Днем они вышли наружу. Солнце казалось суровым, но оно принесло и надежду. Львята ели, съедая мясо с жадностью, прячась за углами и прикрывая друг друга. Таджи полировал шерсть сестры, показывая нежность в простом животном акте. Их стратегия выживания была наивна и гениальна в одно и то же время. Они прикрывали друг друга, двигались вместе, тихо и быстро. Дэниел наблюдал и чувствовал, как сердце рвется внутри него. Не потому, что они были красивы, а потому, что они были одни. Он не мог оставить их на ночь. Гиены рыскали по округе, и без матери шансы на выживание были мизерны. Так он уложился на старой деревянной палубе и позволил двум теплым телам прижаться к себе. Они дрожали, прячась в кабине его тепла, пока звезды медленно опускались над Мара-Ридж. Он вспомнил Зарину шею под рукой, запах крови и ту мягкую, прощающую нотку в ее взгляде. Он понимал, что уходит навсегда от прежнего себя. Утром, присматривая за телами и видя знакомые отметины на шерсти, он осознал нечто большее. Это были дети Зары. Генетика матери дала им шанс выжить, но их мать не вернулась. На вскрытии невидимой травмы они носили отпечаток яда, токсина, который убил Зарину. Это не было случайностью. Кто-то или что-то пробралось в землю с отравой. Времени было мало, он принял решение отвезти их к ветеринару. Машина, грунтовая дорога, мелкие камни – все казалось медленным и опасным. Каждая минута – вес ее на чаше жизни. Доктор Сара Кимати встретила их словно ангел на пустоши, она оказалась в нужном месте в нужное время. Врач приняла малышей в свою клинику, где запахи антисептика смешивались с запахом детской шерсти и кормов. Лечение оказалось адом. Первые 72 часа – это были часы, наполненные инъекциями, постоянным мониторингом, бессонными сменами и отчаянными попытками стабилизировать тех, чьи крошечные тела уже познали химическую боль. Амара чуть не умерла. Таджи, упрямый до собственной гибели, цеплялся за жизнь зубами. Доктор Кимати вернула Амару. Она работала как человек, который знает цену времени и кто знает, что любовь не излечивает все, но дает шанс. На 4-й день львята начали принимать пищу, потихоньку срывая кусочек, оставленный в ладонях человека, который стал их новой стаей. Дэниел кормил их словно мать, держал их маленькие тела, чувствовал быстрое биение сердца. Амара была аккуратна, сосала, будто знала, что пища это безопасность. Таджи был шалуном, он рвался к исследованию каждого угла, пытался укусить все, что шевелилось. Ночью он прятал ящики, чтобы малыши могли видеть друг друга, чтобы их мир хотя бы частично состоял из знакомых форм. Воспоминания о Заре приходили к нему снова и снова. Он думал о том дне, когда остановил клиента и отказался от денег. Его увольнение стоило ему репутации, но не мира в душе. Он искал Зарину 7 лет, следовал за слухами, проверял старые записи, изучал следы на открытых равнинах, надеясь найти ее или хоть что-то напоминающее ее. Он не нашел тела, и это знание оставалось незавершенной задачей. Но дети перед ним – живое продолжение, шанс загладить вину. За 6 недель малыши окрепли настолько, что можно было перевести их в наружный вольер. Доктор Кимати дала инструкции, обещала проверки и указывала на опасности пустоши. Хищники, отравленные источники, люди. Амара исследовала территорию осторожно и методично. Таджи карабкался по камням и пробовал себя в прыжках. Их рост был замедлен ранним недоеданием, но он был неуклонным. Дэниел отмечал каждый грамм веса, каждое поведение. Ночи он проводил, рассказывая им о Заре, о ее силе, о ее мужестве, о том, как она когда-то посмотрела на него так, как не смотрят на людей. На 8-й неделе появились кошмары. Амара просыпалась с пронзительными криками.
Ее мышцы напрягались, глаза блуждали, и будто в мире снов она снова была маленькой, мокрой, в щели под домом. Таджи же замкнулся в себе, он лежал неподвижный, смотрел в одну точку. Доктор Кимати назвала это посттравматическим стрессом. Она сказала, что это пройдет, если дать им терпение и безопасность. Так и было. Исцеление не шло ровной линией. Были дни радости и дни, когда страх побеждал. Но к 3-му месяцу их вес утроился, личности оформились. Амара стала вдумчивой и стратегичной, Таджи – смелым и импульсивным. Дэниел поставил перед собой задачу – не отпустить детей в лагеря и приюты, а сделать все, чтобы вернуть им дикую жизнь. Он построил тренировочную площадку в 5 километрах от рейнджерской станции. Укрытия, искусственные прятки-приманки, но без человеческой руки. Первые уроки были о внимательности, о выслеживании добычи, о терпении, тех вещах, которые нельзя научить словами, но можно показать примером. Амара быстро училась. Она подкрадывалась, теряла дыхание, прицеливалась. Таджи же относился ко всему как к игре. Он бросался на варана, которого Дэниел аккуратно держал на длинной веревке, и оказывался в опасности, едва не ломая себе шею. Дэниел не раз вытаскивал его, успевая вовремя. К 8 месяцам они охотились вместе, координировали движения, перехватывали добычу. Кошмары стали реже. Первый серьезный трофей, молодая импала, выпала им на 10-м месяце. Они убили ее совместно. Дэниел стоял в кустах и наблюдал за актом, и не мог понять, радоваться ли тому, что они теперь способны выжить, или горевать, потому что они переступили черту и стали вполне дикими. Он знал, что скоро придется отпустить их. Доктор Кимати подтвердила, реабилитация может продолжиться до полной свободы. Началась процедура отлучения. Он уменьшал свое присутствие, оставляя еду реже, наблюдая за ними через камеры и ошейники. Амара сначала восприняла это как предательство. Она игнорировала пищу и выпячивала зубы, когда слышала его шаги менее часто. Но дни шли, и она поняла, что свобода – это ее следующая реальность. Когда им исполнилось 13 месяцев, пришло время надеть на них радиоошейники и отпустить. В тот миг, когда они ушли, не оглянувшись, он почувствовал странную смесь боли и облегчения. Он следил за ними через карты и треки, они росли мудрыми, избегали людей и, что важнее, начали объединяться с другими прайдами. Однажды камера показала, как они пьют воду вместе с львицей и ее пометом, знак того, что они обрели свое место. 4 года спустя он столкнулся с ними лицом к лицу. Он получил сообщение от туристического гида: 2 львов идут по горной дороге. Он поехал не торопясь, но с участием сердца. Львы остановились, они оценивают его в древней манере, и когда львица подняла голову, Дэниел узнал Амару. Она сделала 1 шаг вперед, а рядом, чуть позади, шел Таджи, крупный, самоуверенный. Он опустился на колени, без оружия, без угрозы. Амара подошла и потерлась о его лицо своим широким лбом, отмечая его своим запахом. Таджи сел рядом, смотря на него, не как на угрозу, а как на старого друга. Между ними промелькнула нить прощения и завершения. Дэниел вспомнил Зарину, тот день, когда он не нажал на спуск, и понял, что его выбор прошел сквозь годы, как река, меняя его. Он не спас Зарину тогда, но спас ее линию. Это понимание было не триумфом, скорее тихим утешением. Может быть, Зара выжила сама, а может, умерла в одиночестве, но ее наследие осталось в 2 львах, которые теперь творили свою судьбу. Амара и Таджи ушли на вечернюю охоту. Дэниел остался стоять, наблюдая за их уходом, и вдруг ощутил, как долг, который он нес много лет, вдруг стал легче. Он вернулся на станцию. Его товарищи спросили об очередном патруле, о рейдах на браконьеров. Он сказал ничего или почти ничего. Его сердце было тихим. Он спал без снов впервые за долгие годы. Это была не история о герое, который спас мир.
Это была история о человеке, который однажды выбрал не убить, затем всю жизнь пытался исправить свой поступок. Он попытался искупить себя заботой, терпением и любовью, которые не измеряются числом спасенных, а качеством их шансов на жизнь. 2 детеныша, найденные под домиком, стали не только его грузом, но и его прощением. Они выжили, потому что кто-то протянул руку, и потому что они в ответ дали ему возможность стать тем, кем он хотел быть. Годами позже, когда рейнджеры отдавали отчеты, когда новые поколения туристов фотографировали рассветы, у Дэниела было мало доказательств тех ночей. Но он видел их в шероховатых пятнах у уха у львов, в следах на утренней земле, в редких картинах рассвета, где 2 силуэта пробегали сквозь длинную траву. Линия зоры продолжалась. Земля не считала человеческих ошибок, она считала лишь живущих. И человек может сделать выбор – продолжать губить или пытаться починить. Дэниел сделал выбор. И этого было достаточно. В годовщину той ночи он снова подошел к охотничьему домику. Двери были все так же скрипучие, но под ними больше не слышался страх. Он прикоснулся к старому фундаменту и улыбнулся себе. Внутри него остались шрамы, воспоминания, которые не уйдут, но и новое содержание, 2 имени, 2 жизни и теплое присутствие, которое однажды согрело его ладонь и теперь согревало дикую землю далее. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых захватывающих историй.